Ну вот, иду искать бутылки. Где-то тут я их запрятал в прошлый раз. Вспомнить бы где. А, вот они, нетронуты лежат. Вот. 7 лет уже лежат тут. Вот такие вот места. Дуб тут есть. Так, вот вещи, которые принес в рюкзаке. Вроде, казалось бы, немного вещей, а вес изрядный, больше 20 килограмм. Что мы тут видим? Чайник, горелка. Вот она в этом чехольчике. Картошка. Картошка, носки, павербанк. Это удочка, вот она. Это спиннинг. Тут веревки. Вон там фонарь лежит. Тоже всякие рыболовные снасти. Вкладыш в спальник. Вот в этом синем чехле находится подзорная труба. Тут рифтомид, солнечная панель. Тут вот здесь находится коврик. Это колышки от палатки, полотенца, спальный мешок, центральный кол от палатки, наружный тент палатки, внутренняя часть палатки. Ну и вот рюкзак. Ну и общий вид вот такой. Вот все предметы. А вот в этом зеленом мешке находится посуда. Сейчас более подробно покажу, какая там есть посуда. Так, вот посуда. Что тут есть? Это кастрюля основная, объемом около 2 литров. Это заварочная емкость, по сути чайник заварочный. Это кружка. Это сковорода. Там вот ложка и половник, сделанный из алюминиевого половника. Вот эта миска там стоит. А это великий котел для компота. Также вот мы там видим чайник. Ну и кран.
Вот такой лес. Комарики тоже есть. Но не так их много, как на Пиявочном озере. Есть. Где-то вдалеке дорога. Там мотоциклы, что ли, или что-то рев доносится. Вот иду по тропе. Тропа тут такая условная. Давненько по ней никто не ходил. Упали деревья. Кукушка кукует. Иду я к роднику. Что на компот много воды надо. Сразу 4 литра. А иначе как? Надо ж упиваться компотом. Не то, что выпить кружечку и все. От пуза. Чтоб с утра опухнуть от этого компота. Ой, елки. Сплошные. Конечно, шучу. Всего в меру надо употреблять. И компот, и не компот. О, какие тут завалы возле родника. Родник, кстати, обновили немножко. Видимо, люди ходят на родник с деревни-то. Вот он, родник. О, провалился я куда-то. Вот тут. Вот дорожку сделали. Там как раз солнце светит. Вот кувшинчик тут. Столько лет я с него набираю. Новая крышка у колодца, а вон старая валяется. Ну что ж, буду набирать воду. Компот, суп варить. Комары есть. Кусают. Здесь еще болотистое место. Эх.
Бужа река. Красиво в любое время года. Рыбы пока нет. Пробую импровизированную снасть тинкара. Типа нахлыста. С натуральными мухами. Тоже ничего не выловил. Хотя видел, как вот там вот там вот. Где-то вот здесь. Рыба выскочила из воды и схватила какое-то насекомое. То есть, в принципе, тут, может, и сработает эта тинкара. Ну и спиннинг маленький есть. Но пока ничего не поймал и очень сомневаюсь, что поймаю. Комары есть, слепни. Но мошки, главное, вот есть. Но с Пиявочным озером не сравнить. Вот как красиво.
Ну вот, суп из сырков готовится. Лук обжарен. Теперь я добавил воды немного, сырки. И вот они будут расходиться. А на костре компот и картошка варится в котелке. Так что все работает. И костер, и газ. Тут еще и чайник. Полное наслаждение. Вкусный будет суп. Но важно сыр, чтобы разошелся, пока он в сковородке. Потому что если бросить крупные куски в кастрюлю, то они там и останутся, не разойдутся. Надо сделать сначала густой такой соус из лука и сырков. И потом уже к вареной картошке прибавлять. Вот тогда получается очень вкусный суп. Утро. 9 часов. А уже жара. Вот тут готовится завтрак. А баллон я прикрыл от лучей солнца, потому что нагревается очень сильно. И так достаточно давления там. Приходили рыбаки сейчас. Буквально на глазах выловили щуку весом 2 килограмма. А вот мне не повезло. Я ничего не выловил. Ух, 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 ух. А вот хочу показать интересную вещь. Результат длительного эксперимента.
Это картошка. Лежит она здесь уже 2 месяца. Где-то с 1 мая приблизительно, с первых майских праздников. А сейчас уже конец июня. Ну и что? С этой картошкой практически ничего не произошло. Она немножко потемнела, но не высохла и даже практически не проросла. Вот она. Ну, есть глазки, снизу зеленая. Я-то думал, что кабаны съедят ее, но они почему-то отказались. А вот лук, который я посадил в землю, они вырыли и съели. Сейчас я покажу, как кабаны разрывают почву. Вот поработали кабаны. Вот это вот все они разрыли. Вот. Тут уж прям копались, я не знаю, что они тут рыли. И вот эту всю территорию они раскопали. Рыбак, проходящий мимо, сказал, что целое стадо только что видел недавно. Они пронеслись в сторону, туда, в сторону деревни, в том направлении. Там чуть подальше находится деревня Избище. Там где-то. И вот здесь рылись кабаны. Вот сосна, от которой я отпиливал куски, когда был здесь на Новый год. Такая в виде буквы Л стоит, или даже может быть в виде буквы А. Вот от этой вот части я отпиливал. Ну, в принципе, с дровами тут достаточно хорошая ситуация. Проблем нет особых с дровами. И для печки есть небольшие, и для костра вполне себе соразмерные. Ну, кто-то там кричит, птица. Вот там палатка стоит. Вот она. За вот этим небольшим насаждением. Эти деревья выросли лет за 5, наверное. А осенью тут очень много грибов. Вот таких все больше не очень хороших. А вот дуб молодой. Много черники тут. Вот папоротники. Когда ветерок, еще более-менее ничего. А так жарище, конечно. Вот кабаны там живут, в той стороне. Там есть такое небольшое озерцо, и кругом него дубы. Кстати, голубика тут есть.
И вон даже уже видны ягодки. Вот. Даже уже видны ягодки. Где они? Вот ягодки. А там дальше видно, как это самая брусника. Брусника цветет. Вот, стоит чуть-чуть отойти, и тут вот такие вот заболоченные участки. Лягушки там, птицы всякие в лесу. Вот вчера смотрел через трубу на удивительную птицу, наверное, кулик какой-то. Длинный клюв. Пальцы такие длинные на лапках. Он сел на бревно на противоположном берегу реки. Сидел там долго, наверное, с полчаса. Я его рассматривал. Без трубы его вообще не видно. Сливается просто с бревном защитная окраска. А так я, конечно, рассмотрел. Через зрительную трубу. Хорошо иметь подзорную трубу или какой-нибудь монокуляр. Потому что так-то вот видишь только то, что вблизи. А так можно посмотреть и что достаточно далеко находится. А что-то небо хмурится. Как бы дождь не пошел, или гроза вообще, не дай бог. Жара, когда жара, часто бывает, что гроза. Такие вот тут места. Вот так готовится основа для супа из сырков. Лук обжарен на сливочном масле. После добавляется вода и сырки. И они должны раствориться прямо тут, в сковороде. Для этого надо помешивать, чтобы ничего не пригорело там. Чтобы равномерно все было. Вот. Так. А картошка, она в этот момент варится в кастрюле на костре. Ну и потом все это вместе соединяется. Вместе варится чуть-чуть еще на горелке. И получается суп. Общий вид такой. Маленький костер, потому что жара. Баллон с газом. Тут чайник. Ну и сковородка с этим соусом. Скоро будет вкусный суп. И вот в результате получается такой суп. Насыщенный, белого цвета из-за сырков. Очень вкусный. Тоже надо время от времени помешивать, чтобы там ничего не пригорело. Пригарков, чтобы не было. Равномерно, чтобы все распределялось. Суп вкусный. С сырками. Вот на газу он готовится. Последний его этап приготовления делается на газу. А картошку можно варить и на костре. Сборы завершаются. Все упаковано. Коврик я тоже в рюкзак засуну. Термос. Вот здесь палатка стояла. А вот там вот кабаны рыли. 26 июня 2022 года.
Спасибо этому месту. Тут хорошо. Вот знаменитый дом, который есть на картах Google, когда вводишь запрос Тассина. Вот он, разрушившийся дом. Тассина. Ну а там справа платформа. Все, почти завершен поход. Челюсти.